Всем привет! Вы на канале World of Money Мир Банкнот, с вами Артур. Сегодня у меня очередное пополнение. Вот оно, конверт я уже вскрыл. И давайте по порядку рассмотрим их. Итак, первая банкнота, которую я не заказывал, но продавец выслал ее мне в качестве бонуса, за что большое ему спасибо. Либерия, $10, 2011 год. Выпуск 2003-2011 годов Центрального банка Либерии. 5 номиналов в выпуске было. Лицевая сторона. Джозеф Дженкинс Робертс, исполняющий обязанности губернатора с 3 сентября 1841 года по 20 января 1842 года. С 20 января 1842 года губернатор Либерии. Первый и 7-й президент Либерии, остался в истории известным как «Отец Либерии». Помог стране обрести независимость в 1847 году. После провозглашения Либерии республикой стал ее первым президентом. На банкноте также изображен герб Республики Либерия. Водяного знака нет, есть сплошная защитная нить. Оборотная сторона. Сцена добычи каучука. Мужчина делает подсечки, надрезая кору каучукового дерева, после оттуда вытекает млечный сок, латекс, из которого и получают каучук. Также изображена банковская печать со скрещенными деньгами кисси, скрученные железные палочки длиной 33-36 см в виде буквы Т на одном конце и с формой лопаточки на другом. Их назвали деньги кисси или кисси-пенни и нередко применяли во время церемоний погребения. В некоторых частях Западной Африки использовались в качестве платежного средства до 20 века. Также изображена лицевая и оборотная стороны 50-центовой монеты, датированной 1969 годом. Размер банкноты 157 на 67 мм. В каталоге пика банкнота определена под номером 27, имеет 7 разновидностей по годам выпуска. И последние 2 разновидности имеют одинаковый год, но различное покрытие лицевой стороны. С индексом F без перламутрового блеска, с индексом G с перламутровым блеском. В случае с моей банкнотой это 27F без перламутрового блеска. В ультрафиолетовом цвете банкнота выглядит так. Средняя цена банкноты на российских торговых площадках 130 рублей. Переходим к основным банкнотам моего сегодняшнего пополнения. Ирак, 5 динар, 1992 год. Экстренный или чрезвычайный послевоенный выпуск 1992-93 годов. После войны в Персидском заливе в 1991 году из-за экономических санкций ранее использовавшаяся швейцарская технология печати банкнот была более недоступна. Был начат выпуск новых банкнот низкого качества, которая печаталась как на местном уровне, так и в Китае с использованием древесно-волокнистой бумаги низкого качества, а не хлопка или льна, и литографии низкого качества. По общему мнению, некоторые банкноты печатались на печатных машинах, предназначенных для печати газет. Поддельные банкноты часто оказывались более высокого качества, чем настоящие. Лицевая сторона. На фоне храмовой постройки портрет Саддама Хусейна, бывшего президента, лидера и диктатора Ирака, установившего в стране свой культ личности. Правил страной 24 года с июля 1979 по апрель 2003. В апреле 2003 года был свергнут международной коалицией во главе с США, вторгшейся в Ирак. В декабре этого же года был арестован. 5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака признал Саддама виновным в убийстве 148 шиитов и приговорил к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря 2006 года в 6 часов утра по Москве.
Казнь состоялась рано утром, на несколько минут раньше начала праздника Курбан-Байрам, исламского праздника жертвоприношения. Водяной знак отсутствует, но есть его имитация, напечатанная голова орла. Защитной нити тоже нет. Оборотная сторона. Памятник неизвестному солдату в центре Багдада, построенный между 1979 и 1982 годами, посвящен мученикам Ирано-Иракской войны. Левее вавилонский царь Хаммурапи и бог солнца Шамаш или Шамаш. Размер банкноты 160 на 75 мм. По каталогу Пика определена под номером 80. Имеет 3 разновидности. Моя банкнота относится к 3-й разновидности и имеет номер 80C. Посмотрим банкноту в ультрафиолетовом свете. Средняя цена банкноты на российских торговых площадках 120 рублей. Далее, следующий номинал этого же выпуска. 10 динар 1992 года. Лицевая сторона – портрет Саддама Хусейна на фоне ворот Иштар в Вавилоне. Ворота Иштар – 8-е ворота стен Вавилона, посвященные богине Иштар, построены в 575 году до нашей эры по приказу царя Навуходоносора II в северной части города. Один из самых известных памятников архитектуры Вавилонского царства. Оборотная сторона. Статуя крылатого быка из дворца Харсабад в Дур-Шарукин, крепость Саргона, столица Ассирии в последние годы правления Саргона II. Правее еле заметное изображение скульптуры женщины из Хатры с покрытой головой и поднятой правой рукой. Предположительно, статуя королевы Эбу в Хатре. Хатра или Эль-Хадр – разрушенный древний город в составе Парфянского царства, руины которого ныне расположены на территории Северного Ирака. Водяной знак и защитная нить отсутствуют. Размер банкноты 170 на 80 мм. В каталоге Пика определена под номером 81 без разновидностей. Ультрафиолетовая защита банкноты. Средняя цена банкноты на российских торговых площадках 350 рублей. Следующая банкнота. Ирак, 50 динар 1994 года. Выпуск 1994-95 годов. Лицевая сторона. Портрет Саддама Хусейна на фоне памятника мученикам в столице Ирака, Багдаде, посвященный иракским солдатам, погибшим во время Ирано-Иракской войны. Монумент был открыт в 1983 году. Левее изображена бронзовая статуэтка Ур-Наму, которая была найдена в фундаменте древнего храма в Ниппуре, священного города и религиозного центра шумеров Южной Месопотамии. Статуя изображает Ур-Наму, царя Ура, держащего на голове корзину как строителя храма. Период Ура III неошумерский. Правление Ур-Наму 2012-2094 год до нашей эры экспонируется в музее Ирака в Багдаде. Водяной знак и защитная нить отсутствуют. Оборотная сторона. Двухэтажный мост через реку Тигр в Багдаде. Размер банкноты 174 на 80 мм. В каталоге Пика определена под номером 83. Разновидностей нет. Вот так выглядит банкнота в ультрафиолетовом свете. Средняя цена банкноты 150 рублей. Идем дальше. Ирак, 25 динар 2001 года. Выпуск 2001-2002 годов. Лицевая сторона. Портрет Саддама Хусейна. Левее схематическое изображение чего-то, очень напоминающее символ триединой луны или восточная астрономическая схема, я точно не знаю. Если кто-то знает, напишите в комментарии, думаю, многим будет интересно узнать. Водяного знака нет, но есть его имитация, слабое изображение орла. Также нет защитной нити. Оборотная сторона. 8-е ворота стен Вавилона, посвященные богине Иштар, о которых я говорил выше. Вавилонский лев – каменная скульптура возрастом более 2600 лет, найденная в древнем городе Вавилон в Ираке.
Размер банкноты 159 на 68 мм. В каталоге Пика определена под номером 86. Разновидностей нет. В ультрафиолетовом свете банкнота выглядит так. Средняя цена банкноты на российских торговых площадках 130 рублей. Следующая банкнота из этого же выпуска 100 динар 2002 года. Лицевая сторона, опять же, портрет Саддама Хусейна. Водяного знака также нет, есть некая его имитация, слабое изображение и текст номинала на арабском. Также нет и защитной нити. Оборотная сторона – шенашилы, традиционные старинные здания с выступающими эркерными окнами в Старом Багдаде. Размер банкноты 160 на 70 мм. По каталогу Пика идет под номером 87, тоже без разновидностей. Ультрафиолетовая защита банкноты. Средняя цена банкноты 200 рублей. И последняя банкнота, друзья, моего сегодняшнего пополнения. Последний номинал этого же выпуска 2001-2002 годов. 10 тысяч динар 2002 года. Лицевая сторона. Справа портрет Саддама Хусейна. В центре памятник неизвестному солдату в центре Багдада. Имеется сплошная защитная нить. Водяной знак, цветы. Также видим голографическую ленту с микротекстом и узорами. Такой радужный перелив. Оборотная сторона Медресе Аль-Мустансира в Багдаде. Средневековое религиозное учебное заведение, организованное в 1227-1232 годах аббасидским халифом Аль-Мустансиром. Правее астролябия – один из старейших астрономических инструментов, служивший для измерения горизонтальных углов и определения широт и долгот небесных тел. Изображение этого астрономического инструмента очень часто встречается на банкнотах Ирака разных выпусков. Размер банкноты 157 на 67 мм. В каталоге Пика определена под номером 89, без разновидностей. Ультрафиолетовая защита банкноты выглядит так. Средняя цена банкноты 300 рублей. Такое, друзья, было у меня сегодня пополнение. 6 банкнот Ирака и 1 банкнота Либерии, которую продавец выслал мне бонусом. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому выпуску, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Также не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе моих новых выпусков. Всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!